Скажи, если она узнает, что ты ей изменил, согласится на развод? Ты плохо ее знаешь, Костя. Да и мне что же? Врать, притворяться, покрыть позором и себя, и ее? Ну, как же быть-то? Поверь, я о ее счастье пекусь, не о своем. Да? Ты прав. Со мной она уже не будет счастлива. Ты не беспокойся ни о чем. Я знаю, как быть. И все разрешится самым наилучшим образом. Прощай. Дарья Ильинична, я понимаю, это очень непростое испытание, но, увы, я вынужден вас подвергнуть ему. Я прошу вас, начинайте. Вы готовы? Боже, это все я. Я виновата. Даша, что ты такое говоришь? Он был такой прекрасный человек, а я не понимала его никогда. Сударыня, вы подтверждаете, что это ваш муж Николай Фирсанов? Господин Климов, вы как здесь оказались? Простите, господин Штольман. Ждать вас у дверей было рискованно. Мне пришлось вскрыть замок. Я прибыл за вашим отчетом. Надеюсь, он готов? Да, разумеется. У вас еще что-то ко мне? Да. В Петербурге очень недовольны тем, что вы столь позорно упустили опаснейшего преступника. Простите, но мне велено передать слово в слово. Я понимаю. Продолжайте. В департаменте уже начинают сожалеть о том, что выбрали именно вас для этой миссии. Благодарю. У вас все? Мне также велели сказать, состояние вашей супруги безнадежно. Честь имею.
блинчиков напекла. Покушали бы. А то 3-й день крошки в рот не берете. Не делает, Анна Викторовна. Откройте дверь. Что? Марья Тимофеевна. Аня? Доченька. Ну, открой дверь, умоляю тебя. Ну, ты же так погубишь себя. Анечка. Ну вот же, вот. Не понимаю, как вы могли упустить столь важное обстоятельство. Позвольте, ваше сиятельство. Прошу покорнейше меня простить, но в отчете сказано все абсолютно верно. Труп, то есть тело вашего брата, как сказано в документе, господин Фирсанов оставил свою одежду на берегу вместе с предсмертной запиской и нательным крестом. А обручальное кольцо? Куда оно подевалось? Вероятно, ваш брат был в таком состоянии, он мог его потерять. Но, может, его течением смыло? Перестаньте нести околесицу, господин Трегубов. В воде тело распухает. Вам ли не знать? И мой брат никогда не снимал обручального кольца. Он очень дорожил своим браком. Хоть, может быть, и напрасно. Это было не его тело. Позвольте, его опознала вдова. Интересно, как ей это удалось? Труп пролежал в воде 2 недели, распух до неузнаваемости, а одежды на нем не было. Я требую эксгумации и повторного расследования. Это невозможно. Прошло уже больше года. Я знала, что вы так скажете. Извольте прочитать. Прошение на высочайшее имя. Но стоит ли докладывать все это государю? Это уже вам решать, господин полицмейстер. Мой брат не мог покончить с собой. Я это точно знаю. И если вы не хотите лишиться должности, то проведите расследование заново. И с должным рвением, а не спустя рукава. Графиня? Садись скорее. Благодарю. Но мне надо ехать. Но сегодня же суббота. Я должен съездить домой. Вот как. Значит, здесь ты не дома. Лиза, ну не придирайся к словам. Хорошо. Тогда я надеюсь, ты поговоришь с женой о разводе. Послушай, сейчас совершенно неподходящий момент для этого. Он у тебя всегда неподходящий. Лиза, ну ты же прекрасно знаешь, что произошло. Ты прекрасно понимаешь, в каком состоянии находится сейчас моя дочь, моя бывшая жена. Пойми, если я сейчас начну бракоразводный процесс, это еще сильнее ударит по репутации Анны. Ее репутацию уже ничто не спасет. Подумай лучше обо мне. Не сметь так говорить о моей дочери. Доброе утро, Николай Васильевич. Приветствую, Антон Андреевич. Кажется, это конец моей карьере. И вашей, возможно, тоже. Вы помните дело о самоубийстве Николая Фирсанова? Да там и помнить нечего. Год назад, которое?
Ну, самоубийство чистой воды. А вот она считает нет. Родственница. Сестра, Ну, понятно. графиня Горина. Год назад жила за границей. Муж, наш посланник в Риме. И вот приехала. Требует повторного расследования дела о гибели брата. Нелепица какая-то. Да. Он ведь записку оставил прощальную. Антон Андреевич, нужно тело Фирсанова из могилы достать и провести повторное дознание. Не вижу в этом особого смысла. Год уже лежит в земле. Там от него ничего не осталось. Ройте землю. Антон Андреевич, ройте землю, иначе полетят головы. Да, кстати говоря, что там слышали о дуэли? Время, место, секунданты. Об этом мне ничего не известно. Вы понимаете, что это нельзя допустить? Я вам вот что скажу. Если бы господин Клюев меня не обогнал, я сам бы вызвал на дуэль. Что? Что вы несете? Что вы такое несете, а? Вы слуга закона, а дуэль противозаконна. И вы поощрять этого не имеете права. Простите, забылся. То-то же. Забылся он. Значит так, дело Николая Фирсанова срочно из архива достать и начать работу. Эксгумацию без судебного следователя проводить нельзя, так что привлеките к работе Якова Платоновича. Прошу меня простить великодушно. Однако с этим двуличным человеком я не желаю иметь никаких общих дел. А мне все равно, желаете вы или не желаете, господин начальник сыскного отделения. Вы на службе. Слушаюсь. То-то же, слушаюсь. И докладывайте мне, что происходит. Вопросы есть? Никак нет. Тебе смешно? Смешно? На следующей неделе непременно. Я договорился обо всем. Андрей. Она никому не открывает. За дверью тихо, как в могиле. Я не знаю, что делать. Ну, Маша, объясни мне. Я не понимаю, как? Как ты позволила этому негодяю бывать в доме? Понимаю. Хочешь найти виновного? И решил меня назначить на эту роль. Но прежде подумай о себе. Если бы ты не ушел из дома, этого бы не случилось. Признаю. Признаю, я тоже виноват. Признает. Надо же, какое благородство. Маша, давай поговорим спокойно. Нам не о чем говорить. Ну, раз не о чем, то не о чем. Дочь, я прошу тебя, открой мне. Доченька. Папа. Доченька моя. Папа. Только, пожалуйста, не надо ничего говорить. Тихо, тихо, тихо. Не буду. Не буду. Что вам угодно, Антон
Андреевич. Мне было бы угодно никогда вас больше не видеть. Что это? Документы по делу Фирсанова. Насколько я вижу, он утопился год назад, меня в городе не было. Будьте так любезны, расскажите мне об этом. Конечно, я с удовольствием вам все расскажу, раз уж вы соизволили к нам вернуться. На берегу реки нашли одежду и прощальное письмо. Через 2 недели выловили труп, который был опознан как Николай Фирсанов, дворянин 35 лет. Жизнь сделалась мне невыносимой, я ухожу из нее добровольно и прошу никого не винить в моей смерти. Следствие в моем лице установило, что записка эта, вне всякого сомнения, написана покойным. Его похоронили за кладбищенской оградой, как и положено при самоубийствах. И почему же оно возвращено на повторное расследование? Старшая сестра уверена, что брат ее не мог покончить с собой. У нее есть на то основание? Прицепилась к тому, что на трупе не было обручального кольца. И теперь требует эксгумации и повторного расследования. У нее большие связи при дворе, и поэтому Николай Васильевич не смог ей отказать. Из врачебного заключения следует, что тело пролежало в воде более 2 недель. Нельзя исключать, что вдова ошиблась. Надеюсь увидеть вас на кладбище. В 3 часа, господин судебный следователь. Будет тяжело с тобой расстаться, но если ты все-таки захочешь поехать в Париж, то… Папа, я не могу сейчас об этом думать. Я понимаю. Я до сих пор не могу поверить. За что? Мне кажется, что это страшный сон, и я должна проснуться. Я знаю, ты любила его, всем сердцем, но он оказался человек бесчестный. Папа, не надо, не говори. Лучше бы он меня просто убил. Простите, господа, что заставил вас ждать. Антон Ильич, пора начинать. Приступайте. Какой все-таки варварский обычай хоронить самоубийцу за оградой. Но покойнику, допустим, уже все равно. Не стоит приписывать свое безразличие другим. Доктор, вы же хорошо знали Фирсанова и его семью. Да, я знал покойного Николая Александровича. Что я могу сказать? Он страдал меланхолией, много пил, так что лично меня это самоубийство совсем не удивляет. А меня вот всегда изумляют подобные поступки. Фирсанов был человек образованный, обеспеченный. Жена очаровательная женщина. Живи себе да радуйся. Он топиться полез. Почему русский человек так любит страдать? Такая уж загадочная, необъяснимая русская душа. А я полагаю, что виной всему наш суровый климат. Климат здесь ни при чем. Если Фирсанов полез топиться, значит, у него была причина поважнее. Да? Доктор, можно вас на пару слов? Да, разумеется. Расскажите мне подробно о болезни Фирсанова. Слушай, а давай поедем вместе. А что, я брошу все к чертовой матери. Махнем с тобой куда-нибудь в Италию или в Грецию. Ну, а что, будем бродить с тобой по развалинам, ходить в музей, обедать в тавернах. Папа, я подумаю. Ты, главное, помни. Помни, что ты не одна. Вызывай меня всегда. Всегда, в любое время. Когда захочешь. Папа, Обещаешь? не уходи. Простите меня, если я не вовремя. Ах, нет, что вы. Я очень рада забыться хоть ненадолго. Ой, бедная Анна Викторовна. Я надеюсь, господин Клюев отомстит за нее. Алексей Егорович,
Но вы же всегда все знаете. Скажите, когда назначен день дуэли? Поверьте мне, моя бесценная Марья Тимофеевна, мне до сих пор ничего не известно. В городе ходит множество слухов, один нелепее другого. Но абсолютно точно никто ничего не знает. Но как такое может быть? Но если подумать, в этом нет ничего удивительного. Гражданские дуэли, как вам известно, запрещены законом. А вызов был брошен публично, в присутствии самого полицмейстера. Поэтому полиция будет делать все возможное, чтобы предотвратить этот поединок. Вот если бы я был секундантом, я тоже молчал бы, как рыба. А вы секундант? Я? Нет, ну что вы. Ни в коем разе. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Насколько я понимаю, доктор, у покойного Фирсанова оба глаза были целы? Несомненно. То есть это не Фирсанов? Вы, как всегда, необыкновенно проницательны, Антон Андреевич. Ваши комплименты, Яков Платонович, приберегите для своей жены. Господа, в это невозможно поверить. Посмотрите. Клеймо мастера? Антон Андреевич, это не просто мастер. Это сам Альфред Глюк. Он такой один на всю Российскую империю. Его глазные протезы стоят огромных денег. Именно потому, что их невозможно отличить от настоящих. И проживает он, скорее всего, в Петербурге. Да, это большая удача, доктор, вы правы. Надеюсь, с помощью этого мастера мы сумеем установить личность этого человека. Установим. Только все это весьма странно. Что странно? Что графиня Горина оказалась права. В могиле лежал не ее брат. Честь имею. Чего изволите, сударь? Меня зовут Иван Скрябин. Мне нужна Анна Викторовна. Барышни не принимают, нездоровы-с. Да куда же вы? Ну, я же сказала, Анна Викторовна не принимает. Где ее комната? Я буду вламываться в каждую дверь в этом доме. Ну? Наверху. Анна Викторовна? Иван Евгеньевич? Не устали сидеть в четырех стенах? Вам какое дело? Нет, абсолютно никакого. В клинике рук не хватает. Люди ждать не могут, их лечить надо. А вы здесь развалились, играете себя бедную лиз. Вам не стыдно? Когда я вас впервые увидел, подумал, вот очередная барышня. Начиталась романов и посчитала, что ей по плечу мужские обязанности. Потом начал следить за вами, подумал, нет, эта женщина особенная. У нее силы воли больше, чем во многих мужчинах. Что же теперь? А теперь оказывается, что первое впечатление все самое верное. Вы не врач. Вы обыкновенная, пошлая девица, для которой романтические драмы важнее всего. Все, что вы можете, прилипнуть к мужу и вытолкнуть из себя как можно больше младенцев. Вы правы. Мне нет места в медицине. И в жизни тоже. Что ж, если вы действительно надумали кончать с собой, очень рекомендую стрелять в рот. Вот чуть-чуть вот сюда, вертикально. Потому что все остальные способы, они малоэффективны. Могут спасти. Останетесь коллег и, не дай бог, теряете разум. Пожалейте близких. Прощайте. У него вмятина на черепе. Возможно, это и есть причина смерти. Вмятина? Да, посмотрите. Вот она, видите, глубокая достаточно. Такие явно не от падения. Был удар. При падении совершенно другие. Ударили по голове и сбросили в воду. Да еще и раздели, чтобы затруднить опознание. Чудовищно. Убийство?
Я полагаю, да. Совершенно точно. Да, Николай Васильевич будет в восторге. Только этого ему сейчас не хватало. Я благодарю вас, доктор. Всего доброго. Всего наилучшего. Здесь его и выловили, ваше благородие. Распухший весь был, зеленый. Страх. Вот аккурат здесь вещички его лежали. И записка предсмертная. Скажи, любезный, а отмель здесь долго тянется? Долгонько. Интересно, почему он решил утопиться здесь, а не нашел место поглубже? Может, не знал. И потом утопиться в кадушке можно, ежели захотеть. Твоя правда. Ах, ну и дела. Стало быть, вместо Фирсанова и впрямь похоронили другого. Да, допустили оплошность. Оплошность. За такую оплошность с нас с вами 3 шкуры сдерут. Errare humanum est. Ошибаться — человеческое свойство. Да и кто бы не ошибся на нашем месте. Вдова труп опознала, под веко ему никто не заглядывал. И, кстати, мне удалось выяснить, что вдова Фирсанова сочеталась браком с его лучшим другом спустя всего каких-то 3 месяца после похорон мужа. Вам не кажется это подозрительным? День добрый, господа. Николай Васильевич, вам уже доложили о результатах эксгумации? Разумеется, я обо всем доложил. Доложили, доложили. Если не возражаете, я хотел бы немедленно отправиться в Санкт-Петербург для разговора с мастером Глюком. Вещь дорогостоящая, не каждый мог заказать такой протез. И если учитывать, что покойный проживал в Затонске, думаю, установить его личность будет нетрудно. Это прекраснейшая идея, Яков Платоныч, прекраснейшая. Поторопитесь, езжайте незамедлительно, Яков Платоныч. Разберитесь во всем, опросите этого мастера как следует, с пристрастием, можно сказать. Спешка в этом деле ни к чему. У меня в столице есть еще дела. Если не возражаете, я бы задержался на пару дней. Да оставайтесь, сколько вам будет угодно, Яков Платоныч. Мы и без вас тут управимся. А может, возьмете отпуск? Уезжайте на море или на воды. Кисловодске сейчас сезон. Благодарю, но отпуск мне сейчас точно не ко времени. Да, не бывает худа без добра. Хоть какая-то отсрочка. Скажите, Антон Андреевич, вы вчера с ним провели почти весь день? Пришлось. Да, он с кем-нибудь разговаривал? Или, может быть, принимал от кого-нибудь записки? Да какие там записки? Разговаривал только с доктором Милцем. Ну, конечно. С доктором? Ха. Ну, как же в этом деле без доктора? Вы все-таки пришли. Мойте руки. Будете мне ассистировать. Миронов Петр Иванович. Николай Васильевич, мое почтение. Книжечку приобрели. Позвольте полюбопытствовать. Русские символисты. Поэзией увлекаетесь? Да, нет, племянница приобрел. Хочу как-то
развлечь ее. Отдельно. Ничто так не лечит душевные раны, как хорошие стихи. Есть одно, над чем плачу я горько. Это прошлые дни. Это дни восхитительных оргий и безумной любви. Нет, впрочем, это слишком печально. Да. Вы знаток поэзии, как я погляжу. Пробовал писать в молодости, но поэта из меня не вышло. Так что жизнь моя теперь сплошная проза. Скажите, вы ведь приятельствуете с господином Клюевым? С господином Клюевым мы друзья. Ну, говорите его отозвать свой вызов. Нельзя допустить, чтобы эта дуэль состоялась, ведь будет скандал. Ну, скандал так или иначе уже имел место. Ну и довольно. А то ведь они поубивают друг друга. Вы правы. Ну так что, вы поговорите с ним? Правы. Надо взять что-то другое, что-то повеселее. Действительно, нужно взять Прудкова. Возьму Прудкова. Да, ну вы поговорите с Клюевым. А вы не беспокойтесь, он и сам уже подумывает о примирении. Вашими бы устами. Будет жить? Что вы от меня хотите? Кто вы? Она? Что с вами, вам плохо? Я просто больше не могу. Я хочу, чтобы они оставили меня в покое. Кто они? Здесь никого нет. Духи. Вы взрослая, образованная женщина. Вы всерьез говорите о том, что вы видите привидений? Иван Евгеньевич, пожалуйста, вы можете думать все, что вы хотите. Дайте мне воды. Я знаю, в последнее время вы очень много нервничали. И, скорее всего, мало спали. Ну, вот вам теперь и мерещится черт знает что. Ну что ж, Николай Васильевич, здоровье у вас отменное, сердце прекрасное. В общем, 1000 лет проживете. Только нервничать надо поменьше. Да как же не нервничать на моей должности? Моя должность – это сплошной комок нервов. Каждый день что-нибудь случается. Да, то украдут что-нибудь, то порубят друг друга по пьяному делу, то на дуэль вызовут. Да, дуэли там – это весьма прискорбно. А может, вам известно место дуэли? Или день, время? Откуда же я могу знать? Я же врач, и я должен лечить больных, а не убивать здоровых. Но, однако, мне известно, что на дуэли присутствие доктора необходимо. Я же в городе не единственный врач. Ах, доктор. Анна Викторовна, добрый день. Доброе утро. Извините, если помешала. Рад вас видеть. В добром здравии. Спасибо. Ну что ж, доктор, до встречи. До скорой встречи. Один сплошной комок нервов. Анна Викторовна, я, признаться, очень рад, что вы снова с нами. Спасибо, доктор. Скажите, а за время моего отсутствия не умер ли кто-нибудь с одним глазом? Вчера действительно эксгумировали труп, и в глазнице был протез. Этот человек погиб примерно год назад, точнее, он был убит. А уже известно, кем он был при жизни? Простите, что вы сказали? Кем он был при жизни? Нет, это
Это дело полиции, и я убежден, полиция все выяснит. Да, это моя работа. Правый глаз изготовлен в прошлом году. Обратите внимание, какая сохранность. Целый год пролежал в могиле, как новенький. Вы помните, для кого вы изготовили этот протез? Человек, возможно, из Затонска или его окрестностей? Вот чего не помню, того не помню. Дурная старая башка. Но на ваше счастье я аккуратнейшим образом веду записи. Будем считать, что мне повезло? Очень. Вот, извольте. Так, 1893 год. Ага. Ничего не понимаю. В чем дело? Как же это я запамятовал? Из Затонска, говорите? Да. Ну, конечно. Конечно. Из Затонска в прошлом году у меня было целых 2 клиента. И оба заказали протез на правый глаз. Какое удивительное совпадение. Не говорите. И как же зовут этих людей? Извольте. Доброе утро, Монанж. Доброе утро. Как ты себя чувствуешь? Кажется, меня за всю жизнь не спрашивали об этом так часто, как за последнюю неделю. Ничего удивительного. Мы все за тебя волнуемся. Знаешь, что я понял с возрастом? Одну важную вещь. Никто на свете не стоит наших слез. Никто. А тот, кто стоит, никогда не заставит нас их проливать. Вот так. Приобщаешься к прекрасному с самого утра. Как ты думаешь, художник может быть одноглазым? Ты знаешь, когда-то я видел в цирке одного акробата. Ох, ловкий бестия был. Одноногий. Так что все может быть. Все может быть. А ты почему спрашиваешь? Ко мне приходил дух. У него не было глаза. А одежда его была выпачкана краской. Вот я и подумала, что он художник. Не было одного глаза? Одноглазый? С повязкой. Вот, господин Штольман, извольте. Завещание готово. Прочитайте внимательно. Я еще никогда не составлял столь важный документ в такой спешке. А могу спросить, что случилось? Вы часом не больны? Благодарю, совершенно здоров. В таком случае, к чему такая срочность? Просто решил привести документы в порядок. Где поставить подпись? Вот здесь. Антон Андреевич, Мое почтение, Дарья Ильинична. я знала, что вы придете. Простите, что приходится вас вновь беспокоить. Все в порядке, я готова еще раз ответить на ваши вопросы. Простите, я все никак не могу прийти в себя после того, как узнала, что в могиле не Николай. Я вас прекрасно понимаю, и мне жаль, что приходится вас волновать в вашем положении. Ну что, милый, что? Знаете, он все еще ждет Колю. Прошу в дом. Да, благодарю. Однако появились новые обстоятельства, и в связи с этим я вынужден допросить вас еще раз.
Какие новые обстоятельства? Речь идет о вашем поспешном браке с господином Авдеевым. Ведь вы вышли за него спустя сколько? 2-3 месяца после гибели вашего первого мужа? 3. Вот. И возникает логичное предположение, что ваша связь возникла еще при его жизни. И, следовательно, у вас у обоих был мотив. Другими словами, вы могли оба желать его смерти. Боже, нет! Да. Клянусь вам, при жизни мужа наши отношения с Костей были совершенно невинны. Дон Андреевич, я верю в святость брака. Я бы никогда не смогла изменить мужу. Но ведь вы его не любили. Даша? Что здесь происходит? Душа моя, успокойся. В твоем положении это может быть опасно. Вставай, вставай. Я вынужден вывести ее в другую комнату. Надеюсь, вы не будете мне возражать. Да, не буду. Однако к вам у меня тоже есть несколько вопросов. Через минуту я в вашем распоряжении. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour l'amour de Dieu. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Prête-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Mon ami Pierrot. Henri, fais attention. Ivan. Je n'ai plus de porte, mon amour de... Les enfants, ça va? Ça va bien? Hein? Bien, 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 bien. Может, хватит? А то живот заболит. Не, я крепкий. Конечно, кто бы сомневался. А почему ты так долго не приходил? Служба. Расскажи, как тебе здесь? Нравится? Угу. Только скучно. Скучно. Тебе учиться не нравится? Нравится. Только я все это уже знаю. Алексей, fais attention. А когда приедет мама? Этого я не знаю, Володь. А ты? Ты скоро опять приедешь? Я постараюсь, но обещать не могу. Слушай, что бы ни случилось, ты должен знать, что мама тебя очень сильно любит. Правда? Честное слово. Я просил бы вас, Антон Андреевич, более не беспокоить мою жену. Она в положении. Вы сами все понимаете. Весть о том, что в могиле был не Николай, и так было для нее страшным ударом. Год назад вы показали, что виделись с ним накануне его самоубийства. О чем вы говорили? Я же уже обо всем рассказал. Извольте отвечать, о чем вы говорили с Ферсановым? Я просил его бросить пить, играть. Я просил его найти хорошего доктора по душевным болезням. А вот я думаю, что вы говорили о Дарье Ильиничне и о ваших чувствах к ней. Возможно, вы ему все рассказали, или он сам догадался. Я не понимаю, к чему вы клоните. Вы действовали в личных интересах и довели своего друга до самоубийства. Хорошо. Я расскажу вам, как все было. А дальше уже сами думайте, верить мне или нет.